Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Мартыненко, и я бизнес-тренер компании Богуштайм для тех, кто меня еще не знает. Я очень люблю свою работу. Эта работа позволяет мне общаться с людьми на реальных историях, исследовать разные вопросы. И вопрос, который хочу я вам сегодня рассказать и с вами поделиться, касается желаний на будущее. Можно ли их рассказывать другим людям? Но давайте для начала разберемся, почему люди боятся рассказывать другим людям о своих планах. Первая, наверное, явная причина — мы боимся, что нам помешают. То есть, когда мы рассказываем другому человеку, мы подразумеваем, что он может как-то нам помешать. Давайте посмотрим на ситуацию реально. Человек, который может нам помешать, то есть физически как-то вклиниться в наши планы, как-то на них повлиять, он должен что-то для этого сделать. То есть потратить свое время на то, чтобы у кого-то не осуществились чьи-то планы. Но кто может быть этими людьми? Этими людьми могут быть люди, которым реально нечего делать, у которых нету своих целей, у которых просто куча свободного времени, естественно, они от ничего не делания, какой-то зависти еще могут кому-то, что-то помешать. Что нужно делать? Конечно же, нужно избегать таких людей. Злодеев в мире много, не всегда мы их можем идентифицировать, но понятное дело, что мы должны как-то себя отгораживать. Но давайте посмотрим вот в мире. Разные катастрофы, землетрясения, они же с нами в жизни когда-то случаются, да, что-то на нас влияет. Точно так же люди, которые могут нас обмануть, могут нам помешать, они встречаются в нашей жизни, и это просто нам нужно закладывать в риски, да, мы должны это предусматривать и себя как-то защищать. Это самая обычная статья. И это не должно вас останавливать для того, чтобы не делиться вообще с какими-либо людьми о своих планах. Это первое. Второе. Люди не хотят рассказывать, потому что они просто не хотят, чтобы кто-либо знал о их жизни еще как-то, еще что-то. То есть как-то вот пытаются отгородиться. Ничего личного, говорят они, просто вот наша жизнь, вот это как бы мой дом, моя крепость, и никто в нее, я не хочу, чтобы кто-либо в нее лез. И вы знаете, я сейчас живу в штате Мичиган, это Соединенные Штаты Америки, и в прекрасном городе Анн-Арборе, снимаю это видео в бизнес-школе имени Росса, вот в стенах бизнес-школы. И что я здесь вижу? Город очень интернациональный, очень. Он, конечно, не такой большой, как Нью-Йорк, но как Нью-Йорк здесь очень много иностранцев, потому что много разных офисов, в частности Toyota, Mitsubishi, здесь главные офисы находятся. Поэтому иностранцев здесь много. И что я вижу? Я вижу, что русскоговорящие люди, их здесь много, но я их нигде не вижу. Они сторонятся иностранцев, они объединяются в своей коммуникации. Но коммуникации объединяться — это нормально. Японцы с японцами, китайцы с китайцами, русские с русскими или там русскоговорящими, это все нормально. Но когда я состою в клубе, где тысячи иностранцев и сотни американцев, которые этот клуб сопровождают, и я на фоне всего этого вижу только двоих русскоговорящих, при том, что я знаю, что в Анн-Арборе их тысячи, конечно же, я понимаю, что люди нашего менталитета все-таки стараются отстраняться. Да, они живут в этой стране, но они пытаются как-то держаться друг за друга, создавать свой маленький мир и пытаться как-то меньше взаимодействовать с внешним миром. Точно так же и касается вот лично каждого человека. То есть вот моя жизнь, и вот я не хочу делиться некоторыми сокровенными ситуациями. Но давайте посмотрим вот на мир, да, если люди не будут делиться сокровенными ситуациями, не будут делиться своим опытом, что будет в мире происходить, если каждый человек не будет делиться, вот, собственно говоря, своим опытом, извините за повторение. Вот, поэтому обмен должен быть, и ты как-то вот все-таки ты должен взаимодействовать, конечно же, в рамках разумного. Третья причина. Очень интересная и, наверное, самая распространенная. Суеверие. Мы боимся, что нас сглазят. Сглазят наши мечты, цели. То есть представьте себе ситуацию, что ты рассказываешь кому-то о своих планах, и этот человек начинает тебе завидовать. Ну да, всем успешным людям или людям, у которых что-то получается, или те, которые хотят что-то, им всегда будут завидовать. Всегда.
Вы будьте к этому готовы. И да, конечно, я не отрицаю, что мысли этого человека, они, конечно же, как-то на вас влияют. Негативно, позитивно, какая разница? Да, это на вас как-то влияет. Но неужели тогда, когда у вас все рушится, что-то не получается или не получилось, и вы начинаете обвинять кого-то и говорить, что ой, я так много рассказывала о своих планах, но это точно, это вот это повлияло. Ну подумайте реально, вы своими руками сделали так, что вы допустили эту ситуацию. То есть кто виноват в этой ситуации? Виноваты в этой ситуации только вы. Поэтому люди часто любят не распространяться другим людям, чтобы не иметь возможности спихнуть на кого-то ответственность. Но здесь есть еще один пункт, и он очень важный. Это доверие. Когда вы говорите, что вы не хотите кому-то рассказывать, потому что суеверие и все такое, вы просто людям, значит, не доверяете. Вы допускаете возможность, что они могут как-то повлиять на вашу жизнь. Они могут вам как-то повлиять. А уровень доверия у наших людей, он очень низкий. И, конечно, здесь я живу в Штатах. И я смотрю, как американцы доверяют друг другу, как приходят посылки. С Украины мне пришла посылка, положили под дверь на улицу, хотя я живу в доме, где 10 квартир, и никто эту посылку не забрал. И точно так же здесь все посылки всегда приходят под дверь, то есть никто тебе в руки не вручает. И это определяет уровень доверия. Никто твою посылку не возьмет. Это очень-очень редко, когда кражи случаются. Точно так же касается, например, Амазона. Мы с мужем ошиблись товаром и хотели его уже вернуть, ну, сообщившие в Амазоне. Да, окей, они согласовали нашу заявку, мы еще не успели пойти на почту, они уже вернули нам деньги. Это определяет уровень доверия. Что с этим всем делать? Люди, дорогие друзья, для того, чтобы ваши планы осуществились, вам нужно заручаться поддержкой. Вам нужна поддержка не просто моральная, а вам нужно искать людей, которые могут реально вам помочь. А если вы не будете никому рассказывать, пытаться как-то отгородиться, не будет взаимодействия, не будет обмена, не будет помощи, вам будет сложнее достигать ваших целей. Поэтому рассказывать надо. И еще хочу сказать. Конечно же, не стоит рассказывать о ваших планах налево, направо. Ну, конечно же, включайте голову, рассказывайте это тем, кому стоит рассказывать. И учитывайте, что если вы не доверяете людям, ожидайте, что они тоже не будут доверять вам. Как вы относитесь ко Вселенной, так Вселенная будет относиться к вам. Поэтому попытайтесь все-таки чуть-чуть приоткрыть ваш внутренний мир, немного делиться, и увидите, что мир просто будет вам отвечать. Все, успехов вам! Лайкайте это видео, не забывайте поставить там лайк, если вам понравилось. Если у вас какие-то вопросы, задавайте. Комментарии пишите вот там вот внизу под этим видео. Тогда до следующих встреч и оставайтесь с нами. Успехов вам и достижения ваших целей!